Я не менял дизайн, не трогал структуру сайта. Я просто переписал тексты с ChatGPT, и заявок стало в 2 раза больше. Представь, твой бюджет в Google Ads или Meta приносит заявок в 2 раза больше от клиентов, готовых платить. Все, что я сделал, это дал чату GPT правильное задание. В этом видео я покажу, как это сработало у меня и как повторить тебе. Мы с тобой в реальном времени разберем 2 лендинга. Я покажу все супер последовательно и поэтапно. Смотри, как работает реклама. Ты запускаешь трафик, например, в Google Ads, Meta или LinkedIn, указываешь цель получить заявки и указываешь примерную стоимость, например, $10 за лид. Но эта цифра условная. Платформа сама решает, кому и сколько раз показывать рекламу, ориентируясь на то, где люди чаще оставляют контакты. Если тексты скучные, то люди не оставляют заявки. Ваше объявление показывается и показывается, вы скручиваете бюджет, и в итоге у вас заоблачная цена заявки. Хотите больше заявок? Повышайте ставку. А если тексты понятные и цепкие, люди чаще оставляют заявки, и ты получаешь больше заявок за тот же бюджет. Итог. Если мы с вами грамотно сделаем тексты на сайте, то вы увеличите количество заявок, либо цена заявки станет ниже. Возможно, прямо сейчас твой конкурент получает в 5 раз больше заявок при той же цене заявки в $10, как у тебя. Просто потому, что у него понятнее сайт и люди охотнее оставляют заявку. Сейчас я вам покажу, что поменялось на моем сайте, и затем покажу, насколько увеличилась конверсия. Взгляните на мой сайт, затем я покажу статистику. Смотрите, такой заголовок был в шапке сайта. Теперь он стал вот такой. Вы скажете, какая разница? Но разница она в заявках, и сейчас я вам все покажу. Идем дальше. Бесплатная доставка и разгрузка автокраном. Стала бесплатная доставка-установка. Можно в кредит или рассрочку. Теперь мы написали просто рассрочка. В каждой бане заводская печь, мебель, электрика. Мы укоротили. Печь, мебель и электрика в комплекте. Теперь смотрите самое интересное. Преимущество наших мобильных бань. ChatGPT сказал, давайте напишем, 3000 семей выбрали уже наши бани. Какой хитрый психологический ход. Никаких хлопот со стройкой. Был вот такой длинный блок о том, что много сложностей. Теперь простой. Установка за 1 час без стройки, мусора и грязи. Наслаждайтесь своей баней через 1 час быстро, удобно, без лишних хлопот. Никаких дополнительных трат. Он убрал негативную формулировку и поставил, что заводская печь, уютная мебель, электрика и блочный фундамент. Баня нагревается за 45 минут. Идеальный нагрев за 45 минут. Надежнее, чем баня-бочка. Материала на нашу баню идет в 5 раз больше. Наши бани сделаны основательно. Средний вес 5 тонн. Это тяжелее в 5 раз бани-бочки. Сложная формулировка, да? ChatGPT сделал мне так. Баня из цельного бруса весом 5 тонн – это прочность и надежность, которые служат десятилетиями. В 10 раз тяжелее, чем баня-бочка. Вот это десктопная версия сайта, и помимо текстов, которые мы меняли здесь, также ChatGPT еще поменял все тексты вот в этом квизе, а также на странице «Спасибо». Давайте посмотрим мою статистику, а затем разберем реальный пример. Я сделал обновление сайта в январе 2025 года. Поэтому мы будем сравнивать декабрь 2024 и январь 2025. Я беру специально компанию, в которую я не вносил никакие правки. То есть правки были исключительно только на сайте. Посмотрите, полная статистика за весь декабрь 2024 года конкретно по этой компании. Смотрите, 68 конверсий, $6 за конверсию. Открываем январь. С января я запустил эти правки. Кстати говоря, тогда еще была версия ChatGPT 4o. Особенно интересно, что нам предложит новый ChatGPT 5. Посмотрите, 170 конверсий при тех же $6, даже чуть-чуть поменьше. Прямо сейчас начинаем разбор реальных примеров. Вот посмотрите. Промпт, который я создал и проработал. Дословно. Суть его заключается в том, что мы очень четко GPT назначаем его роль,
Очень четко мы объясняем ему, что от него нужно, и даем ему очень четкие данные. Потому что чем больше данных мы в него загрузим, тем точнее мы получим ответ. Например, если он знает статистику по нашей аудитории, то ответ будет более точный, чем если он ее не знает. Если он ее не знает, то он начнет выдумывать и предполагать. Ведь это огромные базы данных, которые находятся в его голове. Поэтому нам нужно сузить и показать, что конкретно мы от него хотим. И в этот промпт я вложил все эти нюансы. Мы с вами прямо сейчас выведем на новый уровень два сайта. Первое – это калифорнийская онлайн-школа для детей и взрослых в США и Канаде, которая продает групповые и индивидуальные занятия с преподавателем в режиме онлайн. И второй сайт, который мы разберем, это сайт Андрея Буренка, который продает комплексный интернет-маркетинг. Этот сайт более продуманный, чем предыдущий, тем интересней. Мы посмотрим, на что способен GPT, особенно 5-я версия. Первым делом мы возьмем мой промпт и вставим в GPT. Ты гениальный маркетолог, вот здесь нужно указать страну. На рынке США, потому что первый сайт у нас сайт США. Ты эксперт по лендингам, знаешь, как сделать такой лендинг, который принесет безграничное количество заявок. Полный промпт вы сможете прочитать в моем телеграм-канале, сейчас не будем на это тратить время. В промпте задано, что не должен GPT льстить и подстраиваться, он должен критиковать прямолинейно. И мы отправляем этот промпт. Я хочу убедиться, что GPT меня понял правильно. И GPT коротко отвечает. Смотрите, ушел в думающую версию, потому что GPT-5, он сам решает, отвечать коротко, думать немножко или думать долго. Итак, понял. Работаю жестко, без лести, с конкретикой в формате «было», «стало» и «почему». Пришли ссылку, скрин, текст лендинга. Берем вторую часть моего промпта. У меня есть короткий лендинг, на котором идет реклама. Предположим, что на этот сайт идет реклама Google Ads. Задача: максимум людей должны оставить заявку. Далее я тебе пришлю. Обратите внимание, чем больше мы пришлем ему данных, тем будет лучше. Лично я присылал лендинг PDF мобильную версию, потому что большинство моих клиентов переходят с мобильной версии. Страницу «Спасибо», вопросы квиза и статистику из Google Analytics. Так как я сейчас разбираю чужой сайт, то я просто сделаю скрин десктопной версии. Далее я тебе пришлю лендинг, десктопную версию. Твоя задача изучать, и если ты все понял, пишешь «все изучил» и «все понял». Понял? Все он понял, ждет десктопную версию. Переходим сюда, делаем скрин. Все уроки я тут не буду брать, просто основные офферы, да, потому что человек смотрит, как правило, на главную страницу. Дальше он уже не читает, если оффер ему не понравился. Теперь я прикрепляю скрины. Перепишем немножко третью часть моего промпта. Ты понял каждую букву и каждую цифру из представленных скринов. Это удаляем строчку. Если не понял хоть что-то, хоть один скрин или что-то не получилось, то задай вопрос. Погнали. Так, он понял, что все. Понял. Так, обратите внимание, ответила быстрая версия чата GPT. Все он понял до мелочей. Можно вручную выставить думающую версию, но я доверюсь автоматическому распределению и продолжу. Ставлю четвертую часть своего промпта, в которой я пишу, что твоя задача максимально увеличить конверсию лендинга и сделать из него конфетку, используя всю твою гигантскую базу знаний и опыта как маркетолога. Погнали! Ты скрупулезный и дотошный до мелочей. Действуй! Для удобства я выведу сайт на
экран слева, а GPT на экран справа. Включилась думающая версия. Ну что, друзья, давайте посмотрим. Критический диагноз по моим скринам. Калифорнийская онлайн-школа. Длинный, без выгоды и триггера действия. Кнопка «Задать вопрос» слабая. Нужен оффер элит-магнит. Слишком много декора и мало смысла. Он имеет в виду вот этих сов. Форма Find You Course. Не форма захвата, а каталог. Нет офферов, нет дедлайна. Это форма в самом низу. Теперь GPT разносит Special Offer. Скидка 15% за что? В месяц, за семестр, нет условий, нет дедлайна. Недостаточно доверия. 100 учеников есть, но нет доказательств. Бейджи, отзывы с фото, логотипы городов, школ. Много утечек трафика. В шапке соцсети, телефон, внешние ссылки уводят со страницы. На рекламном лендинге должен быть один сценарий, квиз, телефон, то есть глухой сценарий, как я делал на своем лендинге. Просто глухой лендинг, и все лиды льются туда. Язык и аудитория. Ты бьешь в русскоязычных в США и Канаде, это ок. Но тогда весь текст по-русски плюс локальные маркеры. Часовые пояса, звонок с +1, занятия, смешение ру-йен без причины минус конверсия. Страница «Спасибо» не продает следующий шаг. Где он увидел страницу «Спасибо» непонятно, возможно, выше мы в промпте это случайно упустили. Как переделать структуру? Давай конкретику. Значит, было калифорнийская онлайн-школа. Стало. Смотрите, что он предлагает. Заголовок. Онлайн-занятия для детей и взрослых в США и Канаде. Подберем преподавателя и формат за 3 минуты по WhatsApp. Первый пробный урок бесплатно. Ну класс. Вы же понимаете, что конверсия вырастет сильно, когда первый же оффер будет четко бить в боль и давать понятное обещание. Мы же это с вами понимаем. Буллеты. Языки и школы. Английский, испанский, французский. Удобное время и так далее. Кнопка основная и большая. Пройти быстрый подбор. Кнопка 2. Вторичная, текстовая или написать в WhatsApp. Почему? Потому что мы даем конкретный результат. Подбор за 3 минуты. Подарок. Пробный урок. Снимаем. Значит, возражение не для меня. Часовые пояса. Фиксируем соцдоказательства. Второе. Он предлагает мини-форму на первом экране. Это поле 1, имя ребенка, возраст, что ищете. Часть лидов не любит квиз. Нужно легкую форму. Блок соцдоказательств. Он предлагает, что нас выбирают семьи по всему США и Канаде. Бейджи он предлагает расписать вот так коротко. Если что-то непонятно, я могу чату GPT задать и получить более развернутый ответ. Но пока я все понимаю, что он пишет. Квиз врезка было. Значит, вот скопирую шаги под квиз. То есть он предлагает сделать вот такой квиз, чтобы люди чаще оставляли свои заявки. Потому что квиз всегда работает хорошо. И квиз захватывает максимум номеров. То есть можно очень-очень много номеров брать и потом уже с ними разбираться. Если цель, конечно, больше таких заявок. Переписать спецпредложение. При предоплате за 3 месяца скидка $15. Вот вместо вот этого при предоплате за 3 месяца скидка $15 он предлагает бесплатный пробный урок плюс $15 в месяц скидка при предоплате за 3 месяца. И скидка фиксируется за вами 7 дней после заявки. Почему? Потому что ясно, что, когда и на каких условиях, и есть понятный дедлайн. Блок «Что даем?» Вот он, этот блок. Языковые дисциплины. Здесь такой длинный текст. Плюс есть еще уровни, кстати, которые я не заскринил. И можно дополнить скрины, если что-то не попало, да. Он предлагает сделать вот такой формат и кнопку «Пройти быстрый подбор». Дальше идут рекомендации по карточкам предметов. Рекомендация «Кто мы?». Рекомендация блока «Вопрос-ответ». Тексты кнопок, замены по всей странице. Вот он предлагает
первичную кнопку «Сделать», «Пройти быстрый подбор» и дополнительный вариант «Получить бесплатный пробный урок». И можно вторичные кнопки написать в WhatsApp или позвонить, или можно вообще сделать одну кнопку написать в WhatsApp. Теперь он предлагает техническую часть исправить, убрать внешние ссылки, оставить телефон, добавить надпись, маску телефона, скорость увеличить, экспорт картинок, да, он догадался, что эти картинки жрут скорость, орфография, нашел орфографическую ошибку, French вместо French, интересно, давайте проверим. Действительно, French, да, ошибка, опечатка. Контраст и читабельность, меньше декоративных пятен поверх текста. Мобилка критична. Первый экран оффер. Мы мобильную версию ему не давали, но можно залить и мобильную версию и попросить рекомендации конкретно под нее. Юридичку добавить чекбокс согласия на контакт. Ссылка на privacy policy в футере. Ссылки нет, я вижу. Вообще не вижу никаких ссылок и галочек, что для США нетипично. У них же там строго с этим. И квиз. Логика и интеграция. Да? 3-4 шага максимум. И вот он, рекомендация идет по квизу. Почему он пишет про страницу «Спасибо»? Видимо, вверху в моем промпте мы не удалили эту часть. Ну, ничего страшного. Мы ему не давали страницу «Спасибо». Он предлагает провести быстрые АБ-тесты. Предлагает переписать прямо сейчас, убрать из шапки все, кроме логотипа и кнопки «Подбор». Первый экран заменить на мой блог и так далее, и так далее. Даже предлагает готовую разметку. Вообще, мы можем этот сайт даже переписать. Я вам покажу, смотрите. Перепиши полностью сайт так, как ты его видишь, чтобы конверсия была максимальная. Формат HTML. Погнали. Ну что, посмотрите, Посмотрите, ChatGPT сейчас полностью нам напишет сайт. Причем можно его попросить сделать SEO-дружелюбный сайт, чтобы он хорошо ранжировался в поиске. Вот он прописывает сейчас стили. Ждем, когда он закончит. ChatGPT полностью написал сайт. Мы видим, что он прописал стили, он сделал структуру сайта, он сделал раздел «Вопрос-ответ», он сделал даже квиз, посмотрите. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Thank you, Madal. Страницу «Спасибо» мы получили вашу заявку. Итак, давайте взглянем. Так, ну что, ребята, я не скажу, что это прям идеальный какой-то вариант, но это уже интересно. Если мы хотим сделать сайт так, чтобы он был красивый, то лучше использовать Claude Sonnet 3.5 или Claude Sonnet 4 или Claude Opus. Но тем не менее, посмотрите. Подберем преподавателя, подберем формат, 100 активных учеников, Калифорния. Можно пройти быстрый подбор. Посмотрите, он сделал нам квиз. Теперь можно написать в WhatsApp. Можно оставить быструю заявку, получить бесплатный пробный урок. Ну, неплохо, учитывая то, что у него не было никаких картинок, у него не было никаких данных, у него не было запроса, в каком стиле сделать сайт, то есть сделать его светлым или сделать его еще каким-то. В целом достаточно неплохо для MVP, но есть чего доработать. Переходим к разбору второго сайта. Это уже более крутой, продуманный сайт. Мне он очень нравится. И поэтому мне очень интересно, сможет ли GPT сделать его лучше. Это украинский сайт, где ребята обучают интернет-маркетингу плюс AI. Смотрите, поэтому особенно интересно, как GPT проработает тексты для них, потому что выглядит все достаточно достойно. Все описано, для кого,
чему вы научитесь. Вы сможете настраивать аналитику, проводить АБ-тестирование, SEO, оптимизировать сайты. Есть полная программа курса. Давайте ее сразу откроем вот так, чтобы было удобно делать скрины. Мы видим преподавателя Андрюху. Мы видим ответы на часто задаваемые вопросы. Давайте их тоже раскроем. Мы видим, что результат за 4 месяца, подтверждение знаний. Мы видим огромное количество учеников. Мы видим цены. И мы видим футер с очень красивый, лаконичный, с контактами публичными. Все очень красиво. В ChatGPT нельзя загрузить больше 10 скринов в один прием, поэтому я сделал 10 скринов основных блоков, чтобы наглядно посмотреть, как GPT справится с этой задачей. Для надежности ответов я открою новое окно и проделаю все то же самое, что проделывал с первым сайтом. Я пишу свой первый промпт. Не знаю, где работает этот сайт, напишем Европа и СНГ. Вторая часть промпта — реклама Google Ads. Оставим. Я нашел во второй части промпта, где упоминается страница «Спасибо». Дело в том, что я промпт составлял под свой сайт. Вы, естественно, его должны немножко переделать под свой сайт и свою логику. Здесь я пришлю скрины лендинга. При этом в секцию вопрос-ответ я скринил не всю. Также я не скринил всю программу курса. Учитывай это при анализе. Прикладываем скрины и пишем третью часть промпта. Понял ли он все из всех скринов? Смотрите, на третью часть промпта ChatGPT прислал список вопросов того, что он не понял. Вот, например, язык валюта. Есть переключатель между украинским и российским языком, и при этом цена в евро. И он задает вопрос. Это здорово, потому что мы можем ответить на эти все вопросы, и тогда ответ будет очень и очень точный. Но мы сейчас хотим по-быстрому проверить результат, поэтому мы скорректируем четвертую часть промпта и напишем, что работай только с теми данными, которые ты точно распознал и понял. Последнее слово. Еще раз напомню ему, что формат было «предлагаю», чтобы мы могли сравнить. Окей, GPT пишет: разнос по делу. Работаю только с тем, что вижу. Друзья, включаемся на максимум, потому что сайт действительно сложный с точки зрения разбора, потому что он и так крутой. Итак, GPT предлагает убрать внешние ссылки утечки, оставить только логотип и одну кнопку «Пройти квиз». Интересное предложение. Я же ему сказал, что реклама идет с Google Ads. Соответственно, чтобы не было этих утечек, что 10 человек написали в WhatsApp и Google Ads просто не понял, были ли заявки или не были, он предлагает убрать эти внешние ссылки. Очень хорошо. Переписать оффер. Давайте, ребята, думаем, круче GPT сделал или не круче. Сейчас комплексный интернет-маркетинг плюс AI. Интерактивный онлайн-курс. Он предлагает: освой интернет-маркетинг с AI и начни привлекать клиентов за 6 месяцев. Мне нравится. То есть он добавил немножко триггеров. Он сказал слово «освой», то есть как бы «действуй давай». И дальше он указал результат, что ты начнешь привлекать клиентов за 6 месяцев. Подзаголовок. Сейчас подзаголовок такой: пройди курс от школы цифровых навыков «Пара» и освой профессию интернет-маркетолога от новичка до профессионала за 6 месяцев. Что предлагает GPT? Живые занятия 2 раза в неделю, плюс записи в личном кабинете. Сразу конкретика, да? Практика. 80% веб-аналитика, Google Ads, SMM, SEO, контент, воронки. Выглядит серьезно. То есть я ни разу не видел оффера, чтобы сразу вот писали коротко, что мы там будем изучать. Вот прям вот так вот в лоб. Плашки, факты. Иконки.
длительность 6-6,5 месяца, понедельник, четверг по Киеву, живые эфиры плюс записи, закрытый чат. Все это видно в программе, но мы поднимаем наверх. То есть в программе курса и в разделе «Вопрос-ответ» это сказано, но он предлагает вынести это наверх. Например, вот сюда такой аккуратной строчкой. Длительность, живые эфиры, закрытый чат. Да? Кнопка. Одна черная кнопка или зеленая. Пройти 3-минутный квиз. То есть вот такая же красивая зеленая кнопочка, только здесь пройти 3-минутный квиз. Иллюстрация собаку заменить на коллаж, кадры живых занятий плюс фрагменты программы чата. Ну, сомнительно, но окей, да? Потому что мы здесь видим, что сайт все-таки стилистически продуман. От GPT была задача увеличивать конверсию. То, о чем я вам говорю. Чем точнее мы даем промпт, тем точнее отвечает GPT. Мы ему сказали, увеличивай конверсию. Вот он и увеличивает. Напишите в комментариях вообще, как вам его предложение, делает ли он этот сайт круче или не делает. И также интересно ваше мнение по первому сайту, который разбирали. Я прочитаю каждый комментарий, потому что у нас серьезный разбор, поэтому мне интересно все, что вы напишите. Конфликт сроков. Срочно чинить. На первом экране за 6 месяцев, ниже крупный заголовок, результат за 4 месяца. Ну-ка посмотрим. За 6 месяцев, ниже. Ага, точно. Тут написано результат за 4 месяца. Тут написано от новичка до профессионала за 6 месяцев. Ну, немножко расходятся данные. Предлагает привести к одному числу. Блог для кого курс? Было 4 карточки. Вот эти карточки. Предлагает переписать в формат чипов и результата. Чипы в одну строку. Новички в маркетинге, предприниматели, маркетологи на рост и запускающие свой проект. То есть вместо сложных фраз тем, кто планирует запустить бизнес, но не знает с чего начать, он предлагает просто запускающие свой проект. Кстати говоря, 5-я версия GPT часто формулирует русские слова как-то исковерканно. То есть можно перейти на версию GPT 4o, и она перепишет эту строчку более красиво. Идем дальше. Он предлагает написать так. Да, новички. С нуля до уверенного специалиста за 6 месяцев. Предприниматели. Вот давайте сравним. Был блог такой. Предпринимателям и собственникам бизнеса. Ты сам разберешься в интернет-маркетинге, а значит сможешь понимать и контролировать маркетинг-команду. Что он предлагает? Предприниматели. Контроль подрядчиков плюс система привлечения заявок. Ну блин, мне нравится. Мне нравится. Я вообще сайты читаю очень быстро, привык уже листать быстро, и вот это бы мне бросилось в глаза. Блог чему-то научишься. Сейчас тут облако тегов. SMM, SEO. Кстати, если я кликну, то я перехожу сразу на программу курса. Удобно. Облако тегов. Он предлагает слева оставить ключевые теги, а справа написать список из 5 умений выхлопов. Например, настраивать Google Ads и считать окупаемость, собирать аналитику, цели, события, дашборд, увеличивать конверсию сайта, запускать SMM и контент-воронки. Использовать AI для креативов, анализа и автоматизации. То есть меньше шумных тегов, больше, что я смогу делать руками. Интересное предложение. Теперь программа. Что у нас есть? Длинная простыня. Вот она, длинная простыня. Модули пунктов. Предлагает делать короткую дорожную карту в 4 шага. Это прикольно. То есть для тех, кто много не читает, да? Под каждым шагом 3-5 пунктов из того, что на скринах. Оставить только ключевые исходы. Вот пример слова, когда он формулирует странно, да? Вместо перечислений. Блок «Кто учит». Было. Фото плюс текст. Поможет понять, Андрей, нам, с чего нужно начинать в интернет-маркетинге, как определить целевую аудиторию. Мне нравится текст. Он очень такой не шаблонный. Держать руку на пульсе, отслеживать основные показатели продукта, создать бренд, который имеет свой голос и лицо. Сделать из своих клиентов амбассадоров бренда, использовать YouTube как инструмент продвижения бренда. Что он предлагает? Заголовок поменять на «Кто ведет и за что отвечает». В карточке Андрея выжать 3 маркера. Метрики продукта,
YouTube как канал привлечения. Вниз карточки, кнопка «Якорь», подойдет ли вам программа. Пройти 5 вопросов. Честно говоря, я не совсем понял, что он предлагает. То есть можно его попросить расписать, сказать: дорогой чат, распиши, пожалуйста, под ключ, чтобы я скопировал, вставил, да? Потому что сейчас я не понимаю, то есть мы это не можем вставить. То есть потому что здесь текст гораздо лучше. Тарифы. Сейчас 3 колонки. Вот они, 3 колонки. Часть буллетов серая, неактивная, везде доступ к лекциям, к чату и так далее. Предлагаю сделать центральный тариф единственным фокусом и переписать. Рекомендуем. Все, что нужно для практики и обратной связи. Ну, тут уже начинается проработка тарифов. Все-таки я считаю, что их нужно прорабатывать отдельно. Потому что тарифы — это очень такой индивидуальный блок, и работа над тарифами должна вестись отдельно. Но тем не менее, цену показать и помесячно, и итого за курс. То есть здесь мы видим, да, идет цена в месяц, а непонятно сколько за курс-то. Вот он говорит: покажите вот стоимость, вот весь курс. Даем якорь общей стоимости и снимаем возражение. Дальше он предлагает переработать раздел «Вопрос-ответ». Вы можете поставить видео на паузу и сами почитать, что конкретно он предлагает поменять. CTA – призыв к действию. Кнопки «Записаться на курс» встречаются, но есть второстепенные кнопки «Узнать детали». Он предлагает ввести один стандарт на всех экранах. То есть пройти, например, 3-минутный квиз и получить программу и цену. А внизу мини-версия. Подойдет ли вам курс, пройти 5 вопросов. То есть на один и тот же квиз он предлагает ввести. Снова страница «Спасибо», которой мы ему не скидывали. Снова он предлагает АБ-тесты. Так, здесь он предлагает быстрые микроправки. То есть по принципу 80/20. 20% ключевых вещей мы меняем и получаем 80% результатов. Мы только что разобрали, как тексты на сайте могут удвоить вам количество заявок. А в следующих видео я покажу, как эти заявки без отдела продаж превращать в реальные оплаты с помощью искусственного интеллекта. Если хочешь, чтобы я протестировал это на твоем бизнесе, то пиши в комментариях свою нишу и свой ник в телеграм-канале. Полный промпт из этого видео я опубликовал в своем телеграм-канале, который вы можете найти по ссылке в шапке профиля или по ссылке в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующих видео. Пока.